Друзья, приветствую вас. Вечерний обзор. Сегодня масса была интересных событий. Рынок штормило, вообще туда-сюда крутило. Вот. Но здесь на самом деле предпосылок для того, чтобы это произошло, масса была. Она была масса, но не факт. Я не ожидал, что сегодня все это дело всплывет и реализуется. Но, как оказалось, оно все-таки сегодня все всплыло и реализовалось. На самом деле все не задалось еще вчера. Вчера пошла попытка роста ВИКСа, и сегодня эта попытка роста закрепилась. Кто же виновник этого торжества? А виновник этого торжества вот здесь вот, Соединенные Штаты. Там идет сезон отчетности, и выходящие отчеты несколько огорчают капиталистов, трейдеров и спекулянтов. Вот, из-за этого пошло снижение американских индексов, но это полбеды. Основная беда заключается в том, что очень сильно снижался Russell. Russell – это индекс компаний с маленькой и средней капитализацией. Именно эти компании, считается, они являются мотором, двигателем восстановления экономики, потому что они гибкие, они дают массу рабочих мест. И поэтому из-за того, что они оказались в не лучшей ситуации, на текущий момент раскрылись частично риски, связанные с Америкой, и мы видим проседание индексов. Но здесь на самом деле пока ничего страшного нету. Сейчас мы посмотрим там какие уровни. Я считаю, что пока это легкий перекур, передых. Вот. Но то, что ВИКС так начал резко двигаться, это, конечно, несколько настораживает. Но и помимо всего прочего, начались, скажем так, поступать определенные сомнения относительно всей индустрии СПАК. Что по сути этот пузырь, он уже близок к тому, что вот-вот он лопнет и все за собой потащит вниз. Кроме того, в США сегодня продолжилось рассмотрение закона так называемого анти-ОПЕК, который предполагает введение серьезных санкций против тех, кто будут пытаться ограничить добычу нефти и манипулировать ее ценами. Но результат налицо. Так, друзья, перейдем к графикам. Давайте начнем с виновника торжества. Это, конечно же, ВИКС. ВИКС, он сегодня начал очень энергично двигаться после вчерашнего разворота. По сути, весьма высока вероятность того, что вчера мы здесь вот получили разворот, и сейчас начнется поэтапное движение 21, потом 26 и так далее. Речь идет о том, как только произойдет пробитие 20 и закрепление выше 20. После этого здесь может весьма стремительно начаться движение наверх. Вот. Ну и здесь остается небольшое окно возможностей, чтобы он на этой неделе ушел под уровень 19, 18,5 и закрепился вот на достигнутых значениях. Но я так думаю, для этого оснований нет, гораздо больше оснований для того, чтобы оно полетело наверх. Так, друзья, далее индекс доллара DXY, тоже дневной таймфрейм. Но смотрите, сегодня идет попытка разворота, все упирается, будет, не будет пробит вот этот уровень 91,5, точнее вот этот диапазон. Если он продолжает здесь болтаться и уровень не пробивается, то ничего страшного. Это будет говорить о том, что дальнейшее укрепление евро и других валют против доллара. Вот. Здесь вот ключевая линия демаркационная, она проходит по 91,5. И пока она не пробита, вот это движение не завершено. Так, далее SFD на фьючерс S&P. Но здесь у нас пошло движение вниз, по сути разворотная формация. Теперь все упирается в пробитие 4090-4080. Если такое пробитие будет, может он очень быстро слетать и на 3950, и на 3870. Так, друзья, но не все еще так тяжело и потеряно, потому что по часовику он развернулся, и скорее всего сегодня он уже будет отскакивать на 4150. Соответственно, сценарий не срабатывает, если возникает откат и происходит пробитие 4115-4110. Вот в этом случае, если такое пробитие будет, весьма вероятно сразу пойдет тестирование 4090-4080. Так, далее золото. По золоту идет движение, цель этого движения, тестирование и пробой 1790 и потом уход на 1800. Сейчас как бы локально, здесь вот часовой таймфрейм.
решается задача, будет, не будет, прямо вот сейчас пробито 1774. Если пробития не будет, то отсюда идет движение, цель которого тестирование и пробой вот этого максимального значения. Если здесь возникает пробой 1774, то золото пойдет тестить 1766. Вот это значение, пробитие которого может обвалить золото вплоть до 1741 и ниже. Вот, сейчас на текущий момент, я думаю, 1774 скорее всего будет удержан, и отсюда пойдет попытка отбоя и движения наверх. Так, друзья, далее нефть Brent. Ну смотрите, на самом деле шло здесь отличное, прекрасное движение на 68,5. Но вмешался Фатум, и соответственно этого движения пока что не состоялось. Пока что. Не значит, что она отсюда свалится и улетит куда-то вниз. Но, скажем так, такой риск он на горизонте возник. Сейчас все упирается, будет или не будет повторное движение вниз и пробитие 65,3. Если такое движение будет, то соответственно мы уходим тестировать 62,5. То значение, которое не так давно за него развивалась очень суровая борьба. Вот. Но если все-таки не будет вот этого пробоя 65,4, то все хорошо, все стабилизируется, отсюда пойдет отскок и добитие 68,5. Что касается сегодняшнего закрытия, очень важно удержать 66,25. Если закрытие будет ниже этого значения, развивается движение на снижение. Так, ну и часовик. Часовик отличный. По часовику мы развернулись и сейчас будем лететь на 67,5. Соответственно, сценарий не сработает, если здесь пойдет коррекционный откат и будет пробитие 65,3. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD Tomorrow. По рублю сегодня была просто суперская картинка, которая указывала на то, что он должен в этом диапазоне еще потусить. Но здесь на самом деле смешалась масса негативных обстоятельств. Они связаны как конкретно с российской политикой, с тем, что происходит на границе с Украиной. Но на самом деле здесь не нужно думать, что все дело заключается в этом. Вот эти все события, они всего лишь триггер. А реальный хворост, который горит, это состояние экономики, раз. И это то, что происходит в мире. Мы с вами помним, что завтра масса событий, которые весьма вероятно приведут к тому, что будет тестирование на пробой 77.35. Вот повторный пробой этого значения уже может привести к серьезным и далеко идущим последствиям. Так, ну переходя к часовику, вот здесь на самом деле была очень хорошая картина сегодня с утра, очень хорошая. Она указывала на то, что он сегодня весь день должен был торговаться по направлению к 75-75. Но что-то пошло не так. Вот здесь, ну, на самом деле это с нефтью связано с разочарованием в сезоне отчетности в Соединенных Штатах. По нефти там начали этот закон. Появилась информация, что его сегодня будут досогласовывать в американских высших органах власти. И, соответственно, на фоне этого пошло движение негативное по нефти, ну и рубль тоже за компанию унесли. Вот. Сейчас на текущий момент, поскольку нефть пытается отскочить, я думаю, здесь закрытие торговли будет в диапазоне 76, 65, 77. Возможно, даже пробитие этого значения и попытка движения на 76,5. Но вы сами видите, какая напряженная геополитическая ситуация. И здесь, я думаю, в лучшем случае будет движение в этом диапазоне. Завтра в связи со всеми этими событиями высока вероятность того, что будет тестирование на пробой этого значения. Опять же, надо будет посмотреть утром и днем, как будут развиваться события. В принципе, такое возможно, когда на фоне ожидания какого-то негатива потом происходил откат, поскольку негатив не таким страшным оказывался. Но у нас текущая повестка дня, она как раз такая, что то, что выходит, оно оказывается еще больше ужас-ужас, чем тот ужас-ужас, который ожидали. И поэтому здесь как бы больше факторов, по крайней мере сейчас, указывает на движение с целью тестирования пробоя 77.35 завтра. На сегодня, наверное, вот в этом боковичке мы будем ходить.
если опять никакой интересной новости под вечер нам не прилетит. Так, друзья, далее евро-доллар. Евро-доллар беру дневной таймфрейм. Ситуация очень интересная, потому что одну цель, которую мы должны были сделать, мы ее выполнили, можно сказать. Ну, не совсем, но я считаю, что она выполнена, хотя она должна была вот куда-то сюда вот прийти. Но не пришло, так не пришло. Вот, сейчас здесь идет попытка коррекционного отката. Скорее всего, этот откат приведет к движению на 1,1969. И далее, если не пойдет дальнейшего пробития 1,1933, то нас ждет отсюда возвратное движение, и уже здесь цель будет попробовать пробить 1,2168. Таким образом, исходя из евро-доллара, на этой неделе здесь весьма вероятно решится вот эта вся картина. Не будет откат, пробивающий 19.33. Если его не будет, то высока вероятность движения уже на этой неделе на 1,2170. Так, друзья, ну и фьючерс на индекс РТС, что здесь хотел сказать, что падение, конечно, сегодня произошло сильное, но оно не такое, как должно было быть при таком ужасе. Соответственно, это говорит о том, что пока, по крайней мере на текущий момент, в РТС сохраняется определенная сила. Эта сила закончится, если будет пробитие 141.300. В данной ситуации это приведет к переходу в диапазон, где уже нижняя граница будет находиться в районе 139 500, 138 тысяч. Но если переходить на часовик, то у нас здесь сейчас возник разворот. Если сегодня не возникает добитие диапазона 142, 141 500, вот этого диапазончика, то мы отсюда разворачиваемся, и у нас цель движения первая будет на 145 тысяч. Я пока слабо представляю, как возможно реализовать это движение с учетом тех масштабных событий, которые ожидаются завтра. Здесь в большей степени приходит на ум, что скорее сейчас, может быть, мы немножко и отскочим, но вот завтра с учетом всех этих выступлений из разных лагерей мы, скорее всего, увидим все-таки движение вниз и тестирование 139 500. Но это будет завтра. На сегодня посмотрим, как здесь произойдет, не произойдет небольшой коррекционный отскок. Друзья, все, основные инструменты. Спасибо за внимание. Пишите в комментариях, что посмотреть. Буду по возможности, используя телеграм-канал, отвечать на вопросы по акциям, активам. Все, друзья, счастливо.